Итак, в этом видео в FreeCAD МКЕ мы посчитаем прочность и устойчивость центрально сжатого стержня. Итак, 3D-модель у нас просто линия длиной 3 метра. Переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Решателем по умолчанию у нас служит CalculX. Генерируем сетку конечных элементов. Назначаем сечение. Это поле оставляем пустым, что означает, что всем элементам будет назначено одинаковое сечение. Добавляем материал. Аналогично с сечением это поле оставляем пустым, что значит, что всем элементам будет назначен одинаковый материал. Добавляем закрепление. Внизу по x, y, z вверху по x, y. Добавляем собственный вес. И добавляем нагрузку. Свойства CalculX показывает для стержней и пластин результаты как для объемных конечных элементов. Заходим в CalculX, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем CalculX. Вот наши результаты. В данном случае, если максимальные сжимающие напряжения не превышают значение расчетного сопротивления, то прочность стержня достаточно. Добавляем фильтр результатов, поверхности, выводим поле самых сжимающих напряжений и сохраняем результат как картинку. Теперь проверим устойчивость этого стержня. Очистим результаты. В FreeCAD нет отдельной функции для расчета устойчивости, но решатель CalculX это сделать может. Для этого нужно зайти в CalculX, записать файл задачи, затем отредактировать его. Нужно найти строчку «Статик», и заменить ее на «Buckle». В следующей строке написать желаемое количество форм потери устойчивости. Я ограничусь 3. Теперь закрываем и не забываем нажать «Сохранить изменения». Теперь запускаем расчет. Вот наши результаты. В отличие от статического расчета, у нас их несколько. Поскольку расчет ведется шагово-итерационным способом, первый результат это у нас нулевой шаг. В нем только деформации при сжатии. Следующие результаты
Это уже формы потери устойчивости. Вот первая. Вот вторая. И третья. Информация о том, устойчивый стержень или нет, выводится в файл DAT при помощи коэффициентов устойчивости. Если коэффициент меньше единицы, то стержень неустойчивый. Если коэффициент больше единицы, то стержень устойчивый. Как видим, стержень у нас неустойчивый по первой форме потери устойчивости. В этом случае нам нужно или увеличить сечение, или изменить расчетную длину, изменив закрепление концов стержня. В данном случае ограничим повороты вокруг X и Y. Очистим наши результаты. И в закреплениях на концах введем закрепление поворотов вокруг X и Y. Окей. Заходим в CalculX, записываем файл задачи, редактируем. Статик заменяем на buckle. И тоже пишем три формы потери устойчивости. Закрываем, не забываем сохранить и запускаем расчет. Открываем файл DAT. Вот. Теперь по первой форме потери устойчивости у нас коэффициент больше единицы. Значит, стержень устойчивый. Добавим фильтр результатов. И поместим в него форму потери устойчивости. Также сохраним как картинку. А содержимое файла DAT сохраним как текст. И вот наши результаты. Проверка прочности и проверка устойчивости. На этом все. Дякую за увагу.